Всем привет, Самитори-чан! Как вы думаете, как у японок получается оставаться настолько худыми, учитывая, как много вкусного продается в Японии? Некоторые списывают это на здоровую японскую кухню, но не все так просто. Сегодня я расскажу вам, как Японии удается оставаться одной из самых худых наций в мире, в то время как остальной мир толстеет с каждым годом. Поехали! Когда я только переехала в Японию, за первый год я потолстела на 5 килограмм. Это, конечно, не катастрофа, но для меня это было шоком. И основная причина тому была японская выпечка. В Японии последние годы едят больше хлеба, чем риса, хотя раньше было наоборот. И японские булочные – это невероятное место, как Диснейленд для взрослых и любителей мучного. В особенности тут популярен белый воздушный хлеб и булочки с разнообразными начинками, а также пончики. Помните, я показывала вам место, где выстраивается утром каждый день очередь в 1,5 часа, чтобы купить пончики вот такие? Они, конечно, невероятно вкусные, но 1,5 часа очередь говорит о том, что японцы реально любят выпечку. Вот это все, это очередь в этот магазин с пончиками, и это не конец, ребята. Посмотрите, через дорогу тоже стоят люди. Кроме этого, современную японскую кухню уже трудно назвать суперздоровой. Да, раньше японцы ели не шлифованный рис, морепродукты, водоросли и бобы, на этом особо не потолстеешь, но в наше время жареное и мучное стало частью обычного рациона японцев. Допустим, пообедать раменом наваристом на свином бульоне или поужинать якинику жареным мясом – это обычное дело. Также темпура, обжаренные в кляре овощи, мясо и морепродукты, курокке, жареные в кляре котлеты из мяса или картошки, караге, жареная курочка – это привычный рацион японца. Правило не есть после 6 – это не современной Японии, где магазины комбини работают круглые сутки, и даже есть ночные десертные, где подают десерт-парфе, сделанный из крема, мороженого и фруктов, даже в 12 ночи, если вам приспичило съесть сладенькое. Так почему же Япония одна из стран с самым меньшим ожирением в мире? Есть 6 факторов, которые влияют на то, что японцы не толстеют, но первый фактор, о котором я вам сегодня расскажу, меня удивил больше всего. Впервые я узнала об этом из книги японского ученого Осакского университета «Диета бессмертных», и здесь рассказывается о питании, которое хорошо подходит японцам на основе разных научных исследований и наблюдений в течение 80 лет. И также, чем отличается устройство организма японцев от организма европейцев и американцев. И оказывается, у японцев сахар и глюкоза усваиваются не так, как у западных людей. И это главная причина, почему японцы толстеют медленнее. Но есть подвох. У японцев генетически выше чувствительность к инсулину, чем у западных людей, поэтому реакция организма на сахар намного выше, и это обозначает, что глюкоза и сахар в крови не остаются надолго и не превращаются в жир. Поэтому даже при высокоуглеводной диете, как есть рис 3 раза в день, японцы часто не набирают вес. Это часть так называемого восточноазиатского метаболического фенотипа, но не спешите завидовать, у этого есть и обратная сторона. У японцев хуже работает выработка самого инсулина, у них менее активны бета-клетки поджелудочной железы, что обозначает, что даже при наборе небольшого веса они под угрозой диабета 2 типа. Исследования показали, что даже при одинаковом весе у японцев в 2-3 раза выше риск диабета, чем у американцев. Простыми словами, японцы не толстеют, но у них выше риск диабета. Кроме этого, японцы слабо склонны к видимому ожирению, потому что у них жир накапливается не под кожей, а вокруг органов. Это называется висцеральное ожирение. И оно опасно, но не всегда видно. В Японии сейчас активно продвигаются государственные программы по раннему выявлению диабета, и из этого вытекает второй фактор – строгие ежегодные медицинские проверки. Если вы работаете в офисе, то каждый год вам положен полный бесплатный медицинский осмотр, а если же вы ИП или самозанятый, то тогда есть осмотр от города, который стоит всего лишь несколько долларов, и там делают анализ крови и мочи для выявления болезней, связанных с образом жизни. Это повышенный холестерин и возможный диабет. Когда я работала в японской фирме, нас просили обязательно пойти на такой оплачиваемый фирмой медосмотр, где проверяли абсолютно все. Анализ крови, мочи, кала, рентген легких, диаграмма сердца, гинеколог, вес, рост, зрение. И составляли такую таблицу вашего здоровья, которую сравнивают каждый год и смотрят, как ваше здоровье меняется. И думаю, некоторые могли слышать, что в Японии после таких осмотров могут сделать штраф за ожирение. Это полный миф, это неправда. Штрафа у нас за ожирение нет. Но вот сказать, что вы слишком толстый или вам нужно сесть на диету, могут.
Во время таких осмотров вашим органам дают оценку от A, самая высокая, до E, самая низкая, и если у ваших органов не очень хорошая оценка, вас могут попросить изменить ваш образ жизни и прийти провериться еще раз. Третий фактор – это культура диеты. Как бы не хотелось сказать, что просто живя в Японии и питаясь их едой можно похудеть, это не совсем так, потому что в Японии есть такие блюда, как рамен и якинику, на которых не то что похудеешь, а можно хорошо потолстеть, поэтому скорее влияют стандарты красоты и худобы. То, что в Америке считается худой, в Японии считается пухлой фигурой, и здесь нет такой вещи, как бодипозитивити, и больше ценят именно худую фигуру. Многие японские актрисы, певицы, айдолы и модели, как моя бабушка сказала бы, может ветром сдуть, поэтому многие японки на фоне этого хотят оставаться худыми и контролируют количество еды, которую они едят. До такой степени, что японское министерство здравоохранения бьет тревогу, что японки в возрасте 20-30 лет на нижней грани нездорового истощения. Например, в этой статье японской газеты Tokyo Keizai написано, что рекомендованное количество калорий в день для японских девушек 1950 калорий, а средний показатель в 2019 году был 1600 калорий в день. Это меньше, чем японки ели в послевоенное время в 1946 году. Я могу подтвердить это из моего личного опыта. Когда я училась в университете, многие мои японские подружки на обед ели только йогурт или салат, в то время как я уплетала онигири или сэндвичи из комбини. Это создало целую индустрию продуктов для похудения, здесь их огромное количество. Например, это выбор продуктов для похудения в самой обычной аптеке. Разнообразные сапплементы для похудения. Вот у этого очень забавное название, как будто ничего и не было. То есть можно есть что угодно, и как будто ты ничего не ел, будет эффект. Или вот это, есть что угодно, все равно быть худым, переводится. Тоже какой-то сапплемент, который, по идее, должен улучшать пищеварение. Конечно, это не реклама, и я не знаю, действует ли это или нет, но факт есть фактом. Японцы такое употребляют, и здесь огромный выбор. В магазинах вроде 7-Eleven тоже можно найти много разной диетической продукции, например, батончики, сделанные из тофу, вареная куриная грудка, лапша, сделанная из тофу, низкокалорийная, и даже шоколад, который должен способствовать меньшим впитыванием жира и сахара вашим организмом. Не знаю, как это работает. Как говорится, все хорошо в меру. Четвертая причина, почему японцам проще оставаться худыми – мало сахара в рационе. Да, японцы едят много риса, и такие соусы, как терияки, используют сахар и сладкое вино мирин для приготовления, но другие привычные нам сладкие продукты в Японии используют намного меньше сахара. Например, чай и кофе. В любом магазине или автомате с напитками можно найти огромный выбор несладкого чая и кофе. Зеленый чай, жасминовый чай, улонг-чай и так далее – все без сахара, а это 0 калорий. Конечно, в Японии продают кока-колу и другие газированные сладкие напитки, но их пьют намного меньше, чем в той же Америке. Кроме этого, научно доказано, что зеленый чай помогает улучшению метаболизма и стабилизирует уровень сахара в крови, помогая контролировать аппетит. Японцы пьют зеленый чай несколько раз в день, часто вместо воды, и даже в обычных ресторанах приносят бесплатный чай, горячий или холодный. Это касается и десертов тоже. Многие японцы сладкоежки, но не любят приторную сладость. Часто для японцев американские торты и десерты кажутся слишком сладкими, и поэтому в Японии их регулируют под японские вкусы. Возможно, это пошло из традиционных японских сладостей, которые сделаны были в основном из бобов, но даже в наше время японцы отдают предпочтение натуральной сладости, как фрукты и тростниковый сахар. Когда я только переехала в Японию, мне реально казалось, что японский шоколад менее сладкий, а вот торты наоборот полюбила, потому что здесь они более легкие, воздушные, меньше сахара используют и не используют тяжелый сливочный крем. И также, возможно, вы помните японку, мою знакомую, у которой своя булочная есть, и она там готовит Наполеон и медовик. Так вот, она мне рассказывала, что она использует меньше сахара, чем в оригинальных рецептах, подстраиваясь под вкусы японцев. Пятая причина, хоть нельзя абсолютно все японские блюда назвать здоровыми, в Японии высокая доступность полезной с точки зрения питательности еды, даже когда нет времени готовить самому. К примеру, в Америке считается, что одна из причин ожирения – это фастфуд, и в Америке есть более 200 тысяч заведений фастфуда. В Японии всего лишь в районе 10 тысяч на всю страну, и даже с поправкой на количество населения в Америке в 12 раз больше фастфуда, чем в Японии. И разница не только в количестве, но и в качестве. Если в Америке считается, что фастфуд – это бургеры, картошка фри, такосы и буррито, в Японии есть много своих сетей с быстрой, дешевой, но сбалансированной едой. Можно пойти в Йошиноэ или Мация, где подают гюдон, тушеное говяжье мясо с рисом, часто подается с салатом и мисо-супом.
Сеть заведений Skiya – это не только быстрый и вкусный японский фастфуд, здесь можно перекусить дешевле, чем дома готовить на одного человека. Поэтому это место очень популярно среди работающих японцев. Нам принесли завтраки, наверное, минуты за 2. Вот такой завтрак можно заказать в Skiya. Здесь в наборе идет рис, мисо-суп, закуска из водорослей, бобов и тофу, яйцо сырое и также говяжье мясо. Можно, в принципе, выбрать даже вегетарианские опции и опции с рыбой. Мне кажется, очень сбалансировано, и это типичный японский традиционный завтрак. Не сладкий, а вот такой вот соленый. Такой завтрак богат протеинами и медленными углеводами, то, что нужно для начала рабочего дня. У Изми в наборе шел рис, мисо-суп, тушеная говядина, а также вареное яйцо, овощ окра и водоросли. Все это высыпают в чашу и едят вместе с рисом. 2 завтрака нам стоило 970 йен, меньше $7. Маругами Сеймен – популярная лапшичная, специализирующаяся на лапше удон с овощами в кляре темпура, мясом или яйцом, где можно пообедать на $5-6 очень быстро и вкусно. Заказываете лапшу, а дальше выбираете темпура или закуски на ваш вкус. Можно досыпать еще лука зеленого. Изами заказал себе удон с говядиной, любит человек мясо, а также несколько видов темпура, а вот это мой набор. У меня вот такой вот простой удон с судачи, это японский цитрус, похож чем-то на лайм, и также дайкон ороши, перетертый дайкон. И стоит очень дешево и быстро, нам реально минут за 5 все приготовили. И все это стоило 2420 йен. Даже японские бургеры не такой плохой выбор. Например, Мосбургер – это японская популярная сеть, где подают очень вкусные бургеры с большим количеством овощей и даже вегетарианские опции. И в принципе любой бургер здесь можно заменить мясо на соевое мясо, что очень классно. Здесь также есть бургер с рисом вместо булочек. Это не булочки из рисовой муки, а именно рис в форме булочки. И даже можно заменить вашу булочку на самую полезную опцию – на салат. Интерьер очень комфортный, не похож на Макдональдс совершенно, более такой домашний, я бы сказала. Вот это мой вегетарианский гриль-бургер, зеленый бургер, и он реально зеленый, посмотрите на эту булочку, с соевой котлетой внутри и огромным количеством овощей. А у Изми вот такой вот бургер с большим количеством овощей, но у него мясо обычное, скорее всего, смешанная говядина и свинина. И также курочка. О! Эти. К моему зеленому бургеру вот такой вот соус подается. Это зеленый майонез и терияки соус, который вот так вот одной рукой можно выдавить на бургер, чтобы он был более сочный. Японские технологии. Очень много овощей. В отличие от Макдональдса, после Мосбургера нет такого ощущения, что больше никогда не пойду есть фастфуд. Просто я наелась и чувствую себя абсолютно нормально. Если же вы устали и просто хотите взять еду после работы с собой домой, то хороший вариант это бенто и дели. Бенто это наборы, сделанные из риса, овощей, рыбы или мяса, которые можно купить в магазинах комбини вроде 7-Eleven, в супермаркетах или на станции. Дели – это сокращение от слова деликатес, и так японцы называют разные закуски, которые можно купить с собой и дома съесть с рисом. И обычно это разные салаты, тушеные овощи, жареная или тушеная рыба или мясо и так далее. И часто дели продают на станциях в магазинах, поэтому очень удобно после работы взять с собой такую еду. И даже есть специализированные магазины по всему городу под названием Hotto Motto и Origin Kitchen, где продаются бенто и дели, уже готовые наборы или можно собрать на свой вкус. В общем, голодным в Японии не останешься, чего только стоят круглосуточные магазины комбини, которые есть на каждом шагу. Здесь есть огромный выбор разных салатов, закусок и онигири рисовых колобков. Рисовые колобки онигири бывают самыми разнообразными начинками, с жареной рыбой, икрой, мясом, водорослями и так далее. Это нельзя назвать низкокалорийной едой, но очень удобно, когда нет времени на полноценный обед.
Для легкого обеда можно купить салат, а если вы хотите поплотнее, есть большой выбор бенто и также закусок дели. Они особенно популярны, потому что можно взять несколько разных. Эти закуски больше похожи на домашнюю еду, это маринованные овощи, омлет, вареная брокколи и так далее. Самые разнообразные закуски из мяса, рыбы и овощей, которые нужно только подогреть, это уже все готовое. И что мне лично нравится больше всего, в последнее время в комбине в 7-Eleven вот так вот продаются смузи. Можно выбрать смузи на ваш вкус. Есть разные, допустим, вот такой вот зеленый смузи. Готово! Конечно, зеленый смузи смотрится, может быть, не очень аппетитно, но это вкусно. Шестая, но не последняя причина – японцы очень много ходят, особенно жители Токио. В Токио неудобно и дорого иметь машину, поэтому многие едут на работу на общественном транспорте, и неважно, насколько близко вы живете к станции, до станции нужно каждый день дойти, и если вы опаздываете на работу, пробежаться по лестнице еще и наверх и вниз, и поэтому японцы в среднем ходят больше, чем, понятное дело, в Америке люди, но даже в Англии и Франции. Конечно, города Японии не настолько удобны для пеших прогулок и поездок на велосипеде, как некоторые города Европы. Не везде есть широкие тротуары или отдельные полосы для велосипедов, но в последнее время города пытаются делать более удобными для пешеходов, добавляют отдельные полосы для велосипедов и озеленение, поэтому японцы не против прогуляться 30-40 минут пешком. Понятное дело, это зависит от человека, но многие мои знакомые предпочитают ходить пешком по Токио, а не ехать в загруженном поезде. Допустим, когда мы жили в Токио, Изуми работал недалеко от самого перегруженного перекрестка в Японии, который находится на Шибуя, и он специально высаживался на одну станцию раньше от Шибуя, чтобы не попадать в этот поток людей огромный, и шел 30 минут пешком на работу каждый день. В итоге, да, генетика играет ключевую роль в телосложении японцев и почему они не толстеют, но это не единственный фактор, поэтому у нас есть чему поучиться в меру. И надеюсь, что вам было интересно это видео, было ли что-то, что вас удивило. Жду ваших комментариев. Всем спасибо за просмотр, всем пока!